Сегодня, 10 апреля, состоится не просто вторая игра весенней серии, а 100-я игра Александра «Друзья». Против телезрителей сегодня играют Оксана Петрунько, трехкратный обладатель «Хрустальной совы» Дмитрий Авдеенко, обладатель бриллиантовой «Хрустальной сов» Борис Левин, Михаил Дзюба, обладатель «Хрустальной совы» магистр Виктор Сиднев и капитан команды, обладатель бриллиантовой 6 хрустальных сов магистр игры «Что, где, когда» Александр Грусь. Против команды Александра «Друзья» сегодня играют Олеся Водолеева, Златоуст, Евгений Латышев, Пермь, Андрей Швакин, Киров, Александр Голубев, Кемерово, сектор Блиц, Дмитрий Епифанов, Монина, Виталий Захаров, Анапа, Вера Никифорова, Койтин, сектор Суперблиц, Радик Хабибулин, Поповка, Денис Володин, Базарный Сызган, Дмитрий Ананьин, Москва. 13-й сектор. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Итак, добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Грусь, добрый вечер. Хочу вас сразу поздравить. Ваша 100-я игра уже свершившийся факт. Вы долго шли к этому. Спасибо большое, господин. Александр, скажите, были у вас опасения, что вы, как охотник из обыкновенного чуда, останетесь с 99 медведями? Ну, в общем, мы в основном не про медведей, а про игры. Но думаю, что... Но вы ждали этого? Я ждал, как, если долго сидишь на берегу, то все проплывает мимо. Москва. Москва. Против вас играет Дмитрий Ананьин из Москвы. После инцидента, который произошел между Терри Харпером и Бобом Пулфордом в октябре 1963 года, их стало 2. Но это у них. А у нас она впервые появилась в марте 1984 года и была одна. Внимание, вопрос. Кому же у нас пришлось отдуваться первым? И вообще, о чем речь? Какие-то лидеры разделились. Нет, понимаете, я думал, что сначала, что первая перчатка. Какая-то премия. Вот, какая-то премия. Года, да. Кому пришлось отдаваться первым в 84 году? Почему отдаваться? Что с музыкальными инструментами? Долго была одна, а потом был конфликт и стало 2. Какое-то. Стало 2. Отдуваться. Кто отдувает? Может быть, это что-то с джазом, например, связано. Это может быть какая-то премия разделилась, какая-то лига спортивная разделилась. В марте 84-го. Появилось 2. Может быть, сборная лига, но кто Нет, мне отдавался? кажется, что-то музыкальное, потому что дуть. Вот что-то должно быть с музыкальными инструментами. Коллектив распался на 2 с одинаковым названием. Их стало 2. И она женского рода. 63-й год. Какой-то джаз-бенд. В В 84 84 году году чего-то что такое. появилось? Давайте не про музыку, а что-нибудь еще. Про спорт, не знаю. Лига какая-то. Шахматы не годятся, наверное. Что еще? Кому пришлось отдуваться? Итак, господин Друзь, кому же в 1984 году пришлось отдуваться первым? Кому придется отдуваться сейчас? Ну, давайте Борис Левин попробует ответить. Прошу, Борис Левин. Ну, честно говоря, версии у нас нет. В 1984 году Вы можете не отвечать.
Можем не отвечать, можем попробовать, а вдруг попадем. В 1984 году первым пришлось отдуваться. 1984 год. Борис, ну, нет ответа или отвечайте? Пришлось отдуваться первым советским еще бейсболистом. Появилась бейсбольная лига. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов, вы со смеху только не помрите, я чувствую вас. Господин Левин, после потасовки, вот после инцидента их стало 2. Это что? Стало 2 у них, а у нас 1. Не? Ну, если бы мы После потасовки мы бы между канадскими хоккеистами их стало 2, а у нас 1, и появилась на съемке 1984 года, внимание, на экран. Итак, вы отказываетесь от ответа, да? Да, мы отказываемся от ответа, потому что мы его не знаем. Спасибо. В первом раунде ответа не было вообще, и поэтому сам капитан определил, Меня кто посадили, пойдет на кто скамью думает, штрафных. я? Александр Друзь. А команда будет играть в меньшем составе. Речь о скамейке штрафников, господин Друзь. А отдуваться первым пришлось Александру Друзю. Вот это мы вас купили, конечно. Господин Поташов, а вы как догадались? Я просто по вашему выражению лица понял, что вы догадались, о ком речь. Понял, да, но просто игра сегодня такая, не могло быть другого ответа. И сразу То есть на все вопросы отвечать Друзь. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей получит Дмитрий Ананин из Москвы. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. 100 игр в качестве знатока – это уникальное событие. При большом везении Максим Поташов может сыграть в 100-й раз, примерно лет через 10. Сейчас у Максима 72 игры. Андрей, что вы ждете от такой игры? Но, господин ведущий, сегодня юбиляр все-таки господин Друзь. Я хотел бы отметить, что первый раз господин Друзь появился за игровым столом 24 июня далекого 1981 года. С тех пор прошло 14 900 дней. И в той Вы всю неделю считали. Да, и в той игре команда «Господин Друзья» выиграла. Надеюсь, сегодня это повторится. Благодарю вас, Андрей. А интересы телезрителей сегодня защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, господин ведущий. У вас сегодня первая игра в качестве защитника телезрителей, а у господина Друзья 100-я. Но, Алексей, на 86 игр Александр сыграл уже после вашего появления на свет. Вы помните момент, когда вы впервые увидели Друзья на экране? Я помню, когда в 5 лет не спал, потому что мои родители вместе со мной болели за команду «Александр Друзья». И я сегодня в сложном положении, потому что мои родители болеют за команду «Александр Друзья», как все родственники, и даже моя двоюродная тетенька из Твери. А я же по долгу службы за телезрителей. Тетя, привет! Второй раунд. Господин Друзь, я под впечатлением, как же вас удалось купить с этим вопросом? Да вы элементарно, господин ведущий, просто тогда не было прямых эфиров и снимали не в марте, а чуть раньше. Снимали в марте, а эфир был в апреле. В апреле, Все да? правильно. Вот Так что да. Скажите, а почему, когда у команды не было ответа, на скамейку штрафников отправили именно вас? Это что, была дедовщина такая? Вас не ценили тогда? Видите, нет, просто там, это, по-моему, был матч-реванш, если не ошибаюсь. Могу ошибаться. И там играли в 9-ром, и самого молодого там. Самый молодой вы были, понятно, по этому принципу. Никита Шангин старше меня. Поповка. Против вас играет главный специалист ремонтно-механического завода Радик Хабибуллин, деревня Поповка Пермского края. Наш академик
академик Академии телезрителей, в 21 раз сыграет против знатоков. Посмотрим, что он для вас приготовил. Внимание, тяжелая книга. Господин Друзь, говорят, что архитектору Уильяму Дженни пришла идея строительства небоскребов после того, как его жена Элизабет положила тяжелую книгу туда, куда ее класть, в общем-то, не принято. Книга была не такая, но тоже тяжелая. То есть дело не в том, что здесь за книга, она просто тяжелая. Внимание, вопрос. Куда же Элизабет положила книгу, и кто стал невольным свидетелем этого? Посмотрите, небоскреб устойчивость обеспечит тем, что внизу прилетает. Как струны. Она, видимо, как пресс положила сверху, что вот скрепила конструкцию. Нет, скорее вниз она положила. Хорошо, кто стал свидетелем? Хозяйка чем-то прижимает какие-то вещи Кто стал тяжелые. ребенок у них, коляски, ребенок. Ребят, устойчивость небоскреба обеспечит тем, что внизу фундамент очень А не тяжелый. вот эти конструкции, вот такие Там отдельно. дальше натянуто, но Там, да, струны такие. куда она могла положить? Ну, явно что-то хозяйственное. И что-то стало стоять. Что-то еще, да, ответ. Чего-то, может, что-то тряслось, вот. Да что падало, и она положила вниз, Если она она нависала на кучу белья, на чтобы белье не разлетелось может, от елка ветра. падала, да? и- Коляска стал свидетелем. Тогда с игрушками что-то надо искать. Ребенок. Качели, Кто стал что вот раскачивается. Ну, может быть, это собака, Под елку, кошка. да, вот я, наверное, понять, А надо, кто стал чтобы она свидетелем? Дед держала. Мороз? А, елку, как бы вот эту крестовину придавила. Ну, может быть, и она Кто стал стала стоять. свидетелем? Ребенок, который полез за Итак. подарком. Итак, кто отвечает? Дмитрий Авдеенко попробует. Итак, Дмитрий, Ну, я надеюсь, в этот куда-то раз. положила тяжелую книгу, куда ее класть, в общем-то, не принято. Да, куда положила, кто стал свидетелем. Я И кто-то надеюсь, еще что... стал при этом свидетелем. Да, что свидетель не Друзь в этот раз. Вот. Ну, что в голове нарисовалось, это, например, поставили новогоднюю елку, она стояла неустойчиво, и хозяйка тяжелой книгой придавила, например, крестовину, а увидел это ребенок, который полез за подарком. Ну, как бы вот такая история складывается. Вы что-то про струны говорили, да? Значит, на Что-то вы про струны говорили. Нет, ну, нет. струны в рояле, А пианино, еще где? На гитаре. на гитаре. А еще, но не сами струны, по форме струны. Ну, тогда, может быть, она, я не знаю, короля, белье развешивала веревки, на веревке А свидетелем кто? Сосед. Внимание, правильный ответ. Невольный свидетель. Дмитрий. Уильям Дженни обратил внимание, что тяжелую книгу выдерживает изящная птичья клетка и придумал стальной каркас для строительства небоскребов. А невольным свидетелем этого события стала птичка в этой клетке. 2-0. Радик Хабибуллин получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Итак, господин Зарецкий, 40 лет назад, летом 1981 года, Александр Друзь впервые оказался за игровым столом. И вы, Виктор, были с ним в этот момент вместе. Виктор, вы поговорите немножко, я вас плохо слышу. Да, я слышу. Да, господин Ильич? Нет, господин Сиднев, я разговариваю с Виктором Зарецким. Видите, я думаю, Да. Виктор, вы были за столом в тот момент. Скажите, вы могли себе тогда представить, что со временем слово «друзь» станет синонимом слова «знаток»? Ну, честно говоря, я эту игру помню очень плохо. Я просто знаю, что мы там были. Это первая была практически наша встреча. Вот. Ну и как вы ее запомнили? Я запомнил, Плохо. что на тот вопрос не ответили, и у меня как-то все остальное вытеснилось. Вот. Но я точно помню, что мы проиграли. Ну хорошо. Раньше Александра Друзья в клубе «Что, где, когда» появились еще два знатока, которые по такому случаю пришли сегодня к нам в зал. Это Сергей Ершов и Андрей Каморин. Добрый вечер. Скажите, а вы помните, каким был Друзь, когда только появился? Вот есть у вас какие-то воспоминания о его появлении?
Молодой, задорный и очень энергичный. Он и тогда был энергичным. Это он не с возрастом стал. Нет. Сергей, а вы как запомнили Я появление по-другому друзья? могу сказать. Александр не так давно, ну, может, лет царь назвал, тому меня назад, дедушкой русского «Что, где, когда». За что ему большое спасибо, конечно же. Он вас назвал? Конечно, внучок. Играет. Благодарю вас, Сергей. Третий раунд. Итак, знаете, 40 лет, 105 знатоков сыграли вместе с господином Друзем. И, конечно, чаще всех это делал Виктор Сиднев. Виктор, вы ведь тоже, как и Виктор Зарецкий, были на первом раунде рядом с Александром. А вы что-то запомнили и тоже ничего не помните. А я разве играл с ним? Так, вот, прекрасно. Тогда второй вопрос. Виктор, сегодня вы впервые за долгие годы находитесь вместе с Александром, но не капитаном. Вот какие у вас ощущения? Ну, вы знаете, Друзь все знает про что, где, когда, и на любой позиции может сыграть. Поэтому сегодня единственное, на нем больше ответственности, поэтому с удовольствием играю под руководством такого капитана. А сейчас блиц. 3 вопроса по 20 секунд обсуждений на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Давайте чуть-чуть соберемся. Внимание, вопрос первый. Леонид Михайлов из Екатеринбурга просит вас закончить афоризм Доминика Апольского. Вы же любите афоризмы, господин Друзь? Слушать люблю. Что за радость ходить в гости, если при встрече нам говорят... Что за радость ходить в гости, если при встрече им говорят «до свидания». Где подарок? Что могут говорить при встрече? Кто вы? Что за радость? Зачем пришли? Нет. Добро пожаловать. Что говорят при встрече? Добро пожаловать, проходите. До определенного времени. Что принес? Не, ну, ребят, Не Вы говорят. опоздали. Дверь открыта, дверь, я не знаю. Прошу, кто отвечает? Кто там? Кто там? интересно. Итак, кто отвечает? Дима Авдеенко. Давно вас ждали. Итак, господин Авдеенко, сейчас как раз проверим. Вы пришли в гости, и что вам говорят? Ну, я постучался, мне спрашивают, кто там. В гости? Вы не к случайному человеку зашли, а в гости. Что за радость ходить в гости, если вам говорят, кто там? То есть это ваш ответ. Не знаю, добро пожаловать. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Авдеенко, что-то вы сегодня отдуваете изо всех. Что за радость ходить в гости, если нам при встрече нам говорят, будьте как? Дома. Будьте как дома. Что за радость ходить в гости, если вам говорят, будьте как дома? 3-0. Реклама на Первом канале. Итак, счет 3-0. Пока в пользу телезрителей. Знатокам нужно собраться, а мы начинаем 4-й раунд. Уважаемые телезрители, ваши вопросы на игру можно присылать по электронной почте, по почте, либо просто заполнить форму на сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, каким способом вы бы прислали вопрос на что, где, когда, если бы у вас был выбор? Ну, если бы у меня был выбор, я бы отправил в 13-й сектор. Почему это? Ну, потому что знатоки опасаются 13-го сектора, а испуганный соперник – это уже половина победы. И напомню, что теперь можно отправлять вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. 13.alfabank.ru. Благодарю вас. И сейчас Анапа. Против вас играет Виталий Захаров, город Анапа. Послушайте внимательно. Розовый торт с воткнутыми свечами. Вокруг него лампочки, вернутые в элегантные черные розетки костюмов. Сидели лысины и прически. У одного лысина была
маленькая, как дырка на пятке носка. Ее можно было закрасить чернилами. У другого она была прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, просвечивали 3 мысли, 2 черные и 1 светлая, недозрелая. Затылок брюнетки с прикнопленным прозрачным нейлоновым бантом полз, словно муха, по потолку. Лиц не было видно. Так Андрей Вознесенский описал день рождения в одном ресторане. Внимание, вопрос. Скажите, благодаря чему у поэта родились такие образы? Или покажите. Зеркальный потолок. Да. Потолок, Он то, что описывает, Он всё, видится да. сверху, Вы покажите, вот у нас тоже зеркальный Хорошо потолок. еще. Хорошая идея. Да. Фотография, то есть понятно, что это В одном взгляд ряду. со Там все-таки движение. Ну там все время рассказывают лысина, затылок. Что-то сверху. Зачем черные розетки костюмов? Свечи Не, черные. ну вот, смокинги. Смокинги. И видно только лысина, то есть лиц не видно. И- Это и- явно видно вид только- сверху. Не, ну это да, вид сверху, а сразу Видеокамера да. тогда вряд ли. А Еще он- что-нибудь А он может их быть? увидел. Ну, не, ну ложится, Телевидение может по-моему. быть, да, какой-нибудь голубой огонек, который снимают сверху. Ну, а он мог зайти куда-то и просто сверху Камеры, посмотреть. ребята, нет? Ну, тогда не было. С балкона. Нет, это день рождения в ресторане, это не передача, понимаешь? Смотреть сверху. Он туда попал, и у него образы чему? Ну, какие-то. Благодаря чему? А, нет, ну, Образы, нас- смотри, нас- лысина, попробуйте, затылок. покажите. Или покажите, да, покажите вот. О, ну ладно, положим. Так, ну мы готовы. Даня, Кто отвечает? мне понравилась версия Дмитрия Авдеенко. Это версия моя и Оксана, вместе мы выкрикнули. Если показать, то я могу показать наверх, здесь тоже зеркальный потолок. По всей видимости, поэт Вознесенский посмотрел в потолок и увидел всю эту картину, которую вы так детально описали. Андрей Вознесенский разглядывал гостей через зеркало на потолке. Благодаря зеркалу и получился такой оригинальный взгляд сверху. 3-1. Первое очко своей команде приносят Оксана Петрунько вместе с Дмитрием Авдеенко. 5-й раунд. Господин Авдеенко, остальные игроки этой команды много поиграли друг с другом. А вы человек, привыкший играть в другой команде. Вот тяжело вам подстраиваться? Сначала я на ваш вопрос отвечу. Мне подстраиваться, как удивительно, я думал, что да, вот столько играл с Касумовым, и как я вольюсь в новую команду. Проблем таких не возникало. Но на самом деле впервые я играю с Михаилом, со всеми остальными так или иначе получилось поиграть. Ну, по чуть-чуть совсем. Да, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Но вам нравится? Нравится, да. Базарный сызган. Против вас играет музыкант Денис Володин, поселок Базарный Сызган, Ульяновская область. Господин Синев, театральный режиссер Георгий Товстоногов делил спектакли на 2 типа. Георгию Александровичу был ближе тот из них, цель которого – растревожить человеческую совесть. Если вы догадаетесь, как Товстоногов назвал этот тип спектакля, то сразу догадаетесь, как он назвал второй. Внимание, вопрос. Как режиссер называл каждый из этих 2 типов спектаклей? Тревожить, разбудить. Парень, что совесть тревожит? Какая-то пословица, поговорка. Будильник и подушка. Ну да, может Например, да. Ну, то есть второй для Будильник и развлекательного. снотворное. Будильник и снотворное. Снотворное вряд ли. Растревожить совесть. Типа кофе снотворное. Вот разбудить это хорошо, то, что Боря типа сказал. Да. А если там совесть, что это? Зеркалом? Снотворно. Что совесть будет? Тревожит.
кошки, на душе Будущее скребут. запаляющее, ну как это? Встряхнуть, да, Кошка, собака. зацепить. А вообще, вот чем может быть? Вот можно разбудить совесть, а второе, ну как, усыпить совесть или чего? Или вообще что-то другое? Можно развеселить, можно развеселить. Просто что-то легкое. То есть про совесть вообще ничего. Ну, видимо, да, но... Нет, вот сразу паре нет, так должна быть четкая пара, понимаешь? Пара вторая. Кошки на сердце и собаки. Кошки на душе, а собаки что, гавкают? Да, кошки скребут. Кошки скребут, да, А собаки кто лают. облизывает? Итак, Собака. кто будет давать ответ на этот сложный вопрос? Давайте я сам попробую. Попробуйте. Ну, когда разбужена совесть, то как будто на душе скребут кошки. То есть этот вид спектакля он называл кошачьим, а соответственно Собачьим. Противоположность собачьим. Итак, а теперь, внимание, правильный ответ. Господин Друзь, я же спросил, кто будет давать ответ на этот сложный вопрос. Спросили. Георгий Товстоногов делил спектакли на два типа. Спектакли, которые ставят перед телезрителем вопросы, и которые дают ответы. Простите, Сам режиссер восклицательный. предпочитал спектакли-вопросы, которые и делают то, о чем я вам в вопросе сказал. 4-1. Как-то вы очень сложно. У вас же юбилейный экран, ну как-то вопросы, ответы. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Денис Володь. Давайте как лучше, да. Знатоки, которые пришли в клуб «Что, где, когда» после Александра, друзья, исчисляются сотнями. Господин Козлов, вы помните, как вас впервые встретил Друзь? Я, конечно, помню, он не помнит. И что это было? Но эта история, я ее однажды рассказывал уже. Это не важно. Хорошо. Это было в 1986 году, это было 7 или 8 марта, как сейчас помню. Играла команда Андрея Каморина на улице Герцена. По окончании игры спустились вниз, как и сейчас иногда у нас бывает, собрались знатоки, обсуждают прошедшую игру, и там же стоял Друзь, и я так и Шангин там был. Это не важно. Да, Друзь так про друзья. Да, и Друзь что-то сказал про игру, не комплиментарное про игру Андрея Каморина, а я позволил себе сказать, да, всего-навсего. Друзь, вы не поверите, он оглянулся так, будто бы заговорил столб. Он обернулся, убедился, что заговорил столб, и повернулся и продолжил играть дальше. Мне это был первый... Говорить, в смысле, не играть, а говорить. Да. И говорить, заговорил столб. Вы знаете, вот это я скажу вам, это был первый урок Александра для меня. Будь скромнее, не вмешивайся в разговор людей, которые великие, а ты пока еще совсем никто. Благодарю вас. Господин Мухин, а вы помните, как вы впервые столкнулись с Александром Друзем, как вы его впервые увидели? Ну, как я его увидел, наверное, это был, скорее всего, Брейн-ринг. А вот как мы начали общаться, Александр Абрамович в данном случае уже был повзрослее, помудрее, поэтому сразу со мной начался разговор. Мухин, слушай новый анекдот. Понятно, то есть он в обычном своем стиле. Господин Борчевский, а вы как? Вот вы и Друзь, как у вас произошло это все впервые? Надо сказать, что я вообще оказался в этой игре благодаря Друзю, потому что, значит, как-то раз я общался с Андреем Козловым и с Натальей Ивановной Стезенко по хозяйственным вопросам фирмы «Игра». И сказал, слушай, у вас какая-то странная история происходит. У вас спорят знатоки и ведущий. Спор, разрешает его почему-то только сторона ведущего. Имел я в виду как раз Сашу Друзя, который все время с Ворошиловым спорил. Ну вот, и поскольку, так сказать, он был для меня основной спорщик, меня сюда и пригласили, в общем, для того, чтобы его поддерживать. Благодарю вас, господин Борчевский. 6-й раунд.
Госпожа Петрунько, насколько я помню, Оксана, вы пришли в клуб буквально со школьной скамьи. И тут Друзь. Вот как вы его восприняли, как он вас воспринял? Вы помните, как это было? Ну, нет, я не помню это в игровой ситуации, но мне всегда очень нравилась Сашина семья и его девочки, и Лена, когда мы оказались в Позже, Петербурге. наверное, было, нет? Ну, как-то в юности все становится очень-очень быстро происходит. На самом Я зато помню, как первый раз появилась Оксана в клубе. Она пришла в школьной форме и в фартуке. Да. 13-й сектор. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 28 582 вопроса. И сейчас компьютер один из них выберет. Из Алматы вопрос от Алиша Абдраимова. Внимание, вопрос. Они не соревновались, кто дальше плюнет, и не оплевывали друг друга за деньги. Плевальщики очень ценились на Руси. Что они делали? Господин ведущий, ответ готов. Вот как. Прошу. Плевальщиками на Руси называли тех, кто сеял репу. Они плевали семенами на подготовленную почву. Сеяли репу. А вы этим занимались? Ох. Он чешет. Он сеет В разумно и основном, как долговечно. говорит Левин, чешу. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Абсолютно правильный ответ. 4-2. Александр Друзь приносит второе очко и дополнительную минуту на размышление. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры Андрей Черемисинов определит лучшего знатока, которому и будет вручен «Хрустальный атом», традиционный приз госкорпорации «Росатом». Андрей, скажите, вам хватит мужества сегодня при необходимости вручить приз не Александру Друзю? Но, знаете, господин ведущий, работа в Росатоме приучает к тому, чтобы ничего не бояться, первое. А второе, я думаю, Александру Друзю мои поблажки не нужны. Пусть решает игра. Если да, то да, если нет, то нет. Как пойдет. Благодарю вас, Андрей. 7-й раунд. Господин Дзюба, Михаил, Да. Александр Друзь всегда говорит, мне важно, чтобы под правой рукой был Дзюба. Вот и сегодня Друзь пересел в кресло капитана и вас потащил за собой. Михаил, скажите, каково это быть правой рукой Друзя? Ну, я все-таки, наверное, не правая рука, друзья, потому что правая рука, вот, она находится чуть левее меня, а я тот, кто правее правой руки. Ну, бывает. Скажите, Михаил, а как вам играется в кресле Александра Друзя? У вас есть какие-то новые ощущения? Господин ведущий, в кресле Александра Друзья мне играется неплохо. Более того, когда в 96-м году я впервые играл в клубе, я сидел именно в этом кресле. Правда, тогда Александра Друзья рядом не было. Давайте посмотрим еще раз. По-моему, Киров, да? Киров. Против вас играет металлург Андрей Жвакин, город Киров. В 1991 году в журнале «Работница» в рубрике «Совершенно серьезно» была опубликована заметка об открытии необычного клуба для женщин. Хотя, господин Друзь, подобный клуб мог бы быть и мужским совершенно спокойно, но этот был женским. Целью этого клуба была борьба за собственное совершенствование. Пункты устава начинались по-разному. Например, если чувствуешь себя несчастной, если мясо не достало, а колбасы нет, если начальник или муж не понимают. А заканчивались все пункты призывом. Внимание, вопрос. Какой же фразой заканчивались все пункты этого устава? У нас досрочный ответ отвечает Борис Левин. Борис Левин, досрочный ответ. Прошу вас. Все пункты заканчивались призывом, если не так, если не то, если не это, иди в баню. 4-3. Иди в баню. Борис Левин, большой специалист по этому вопросу.
Реклама на Первом канале. 8-й раунд. Господин Левин, вы принесли своей команде вторую дополнительную минуту на размышление. Плюс еще пока вы можете помощью клуба воспользоваться. То есть какие-то шансы у вас есть. Скажите, а у вас, вы знаете, как все время патока, мед. Скажите, а в чем неудобство игры с Александром Друзем? А что, в игре с ним есть удобства? Ну, Борис. Сплошные неудобства. Но, с другой стороны, неудобства, они стимулируют и они мобилизируют. Вот, например, да? Неудобство, вы сразу иди в баню, да? Да, иди в баню, это его лозунг. Это требует. Против вас играет Евгений Латышев из Перми. Посмотрите на экран. Перед вами экспонат Очерского краеведческого музея. Подобные приспособления из чугуна и стали можно было встретить в домах жителей Пермского края во второй половине XIX века. Изготавливал их местный умелец. Внимание, вопрос. Для чего предназначалось такое приспособление? Что на него подвешивали? Может быть, это что-то типа барометра какого-то? А зачем? Ну, в зависимости от... Нет, а шерсть какой-нибудь. Ну, шерсть. Похоже на то, да, но это вряд ли. Если подвешивать... Не могут люльку подвешивать с ребенком. Как пружина работает. Как пружина, да, отлично. Люльку с ребенком. Еще версия, что шерсть вешали, она намокала, влажность показывала. Ну, по идее, можно сушить. Ну, а еще, кстати, эта штука теоретически может быть весами, да? Если была бы стрелка, чугун не гнется. Я не знаю. Он сказал, чугуна или стали. Сталь, пружина, работает, чугун жесткий. Ну а как? Она пружина, ты качнул, она долго. Самое главное, я в этом музее был. Тяжелое А не основание надо, ты качнула, это пружина, она будет долго-долго качаться сама. То есть там и чугун, и сталь. Это пружина, она скрученная просто. В этом случае. То есть пружина стальная, а не... А может быть, мотать нитки для... Там, Нет, это не Для чего тогда такая? Ну, видно, что подвешена. Она явно как пружинка работает. Итак, кто будет отвечать? Ну, давайте еще раз попробует Борис Левин. Борис Левин, прошу вас. Ну вот родилась такая мысль, что вот сюда, ну вот эту вот полуокружность, которая пружинит, подвешивали люльку с ребенком и чуть-чуть раскачивали, и пружина продолжала качать ребенка сама уже без родителей. 4-4. Борис Левин второе очко подряд приносит своей команде. Я вас поздравляю, Борис. Господин Мухин, Олесь, а вы с нашими девушками так активно общаетесь? Вам интересно? Я просто смотрю, вас все время показывают. И с Дариной, и с Дианой, да, вы такой оживленный, молодой. Я-то тему люлик уже прошел в жизни, да, с 3 детьми, а девчонкам вы это про предстоит. люльки, Я им вы объяснял. про люльки рассказывали, Надо я же понял. молодежь интегрировать во взрослую жизнь. Ведущий. Да, господин. Нечеловечески стыдно. Я был в этом городе и был в этом музее и не обратил внимания на этот прибор. Так что... Но ты тоже... 6-4 в пользу телезрителей. Что сделаешь? 9-й раунд. За такое, господин Друзь, 6-4. Господин Друзь, скажите, а вы внучек как убаюкиваете? Я также примерно как и дочка, я им читаю перед сном. Вопросы? Нет, книжки. Книжки, вопросы и ответы. И сам еще и пишет. А с какого возраста вы дочкам и внучкам начинаете анекдоты рассказывать? Ну, Приличные. в отличие от книжек, где-то в возрасте где-то 2 года. Читаем сразу от рождения, а анекдоты, когда, ну, ребенок уже что-то начинает понимать. Итак, по стрелке у нас Златоуст. Против вас играет менеджер Олеся Водолеева из Златоуста, Челябинской области. Господин Друзь, вы же любите загадки. В основном задавать, господин ведущий. А вы внучкам и дочкам загадки задавали? Бывало. Прочитав одну из книг Виктора Кротова, Олеся придумала для вас загадку.
Для неба для неба она рамка. Для снега полка. А когда снег исчезает, для одних она становится вешалкой, а для других грядкой. Внимание, вопрос. Разгадайте эту загадку. Я думаю, что земля, как-то вешалка и грядка не годится. А для неба рамка. Вот что такое для неба рамка? Как это? Это форточка, что ли? Окно. Окно. Но она. Подоконник, что-то на подоконнике. Почему все? Рамка, полка, грядка, вешалка, все как. Слушайте, а если это рама оконная? Рама, она становится грядкой, то есть чего-то на раме растет на раме, да? Да. А может, Она Для грядка, снега потому что полка ты... на подоконнике. А весной ты сажаешь. Рассаду сажают. а почему рамка для неба, да, ограничивает? А вешалка? Она. А может форточка? А почему вешалка? Ну, понимаешь, форточка и грядка. Оконная рама. И потом грядка не... Она это... Оконная рама. А почему она книжку прочитала? Не рама, а вот Как это это с может быть. книжкой? Ну, прочитал. Ну, в книжке что-нибудь Книжка такое там было определение, Кротов это определения всякие оригинальные. Может еще что-нибудь? Итак, Похоже, что оконная рама. господин Друзь, Господин ведущий, мы хотим взять дополнительную минуту, если не трудно. одно из двух, то есть у вас останется одна дополнительная минута, я вам прочитаю, как положено, еще раз вопрос. Прочитав одну из книг Виктора Кротова, Олеся придумала для вас загадку. Для неба она рамка, для снега полка. А когда снег исчезает, для одних она становится вешалкой, а для других грядкой. Ребят, ну вешалка птицы может быть, да? То есть, Почему вешалка? Скорее это подоконник, но подоконник это не она. Подоконник не она, да. Нет, ну не подоконник, а вот это вот, ну, который оконная рама, снаружи. можно сказать, в Ну, целом. понимаешь, нехорошо, с другой стороны, рама и рамка, вот как-то... А что у нас еще есть женского рода? Ну, Если это А если с самим словом поиграться? Рамка, небо, белевая веревка, вешалка для... Ну, вот смотри, снег уходит, она станет полкой, но подоконник, да, что-то Как называется вот этот, который снаружи? Ну, подоконник. Нет, подоконник это внутри. терраса, веранда. Может ограда балкона, не знаю. Перила балконная. Она. Лоджия. Не, ну вот смотрите, Лоджия если белевая веревка висит. Ну, для снега для неба полка, да, рамка. допустим. Для снега полка, для неба рамка. Вешалка, понятно. А грядка? Грядка. Грядка не подходит. Нет, Грядка, грядка где подходит, цветы? если на окне ставят рассаду. Нет, но я имею в виду, вот белевая веревка не подходит. Тогда что? Оконная рама? Итак, закончилась вторая минута. Кто отвечает? Виктор Сиднев попробует. Прошу вас, Виктор. Мы считаем, что это оконная рама, окно. А она? А она рама. А грядкой для кого становится? А дело в том, что когда вы рассаду высаживаете на окне, то она становится, окно становится грядкой. Ну, это оно. А теперь, внимание, правильный ответ. Мне интересно, а в зале есть какие-то версии по этому поводу? Ветка, но не очень. Кто это сказал? Мы с девчонками. Вы с девчонками. Ну, конечно, господин Друзь. На чем вообще может лежать снег? Вообще, в принципе. На земле. Еще на чем? Ну, на ветке может лежать. На ветке. Грядка для листьев, подумаю, да? Вешалка для капель. Полка для снега. Ну и рамка для неба. Это ветка. Значит, гнездо может висеть. Олесь на ветке. Она. Мухин, Дарина Сибуль и Диана Агейченкова. Молодцы. 5-4 в пользу телезрителей. А 50 тысяч рублей от Альфа, 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Олеся Водолеева из Златоуста. 10-й раунд. Ну что ж, у вас осталась еще помощь клуба. Появилась, Дополнительная. господин Появилась она у вас. Но ветка тяжело было, Александр? Что-то у вас Нет. подоконник, вы очень много подоконнику Нет, ну увлекли. там тоже вот на этой уделили штуке. внимание. Я не могли придумать слово женского рода на ту штуку, на которой
снаружи вот окна. Кстати, подоконник На абсолютно ответ. правильный ответ, только это не она. Не она, да. То есть абсолютно правильно, но не она. Да. А так все хорошо. Но надо как-то в Институт русского языка обратиться, чтобы поменяли Пол подоконника. пол подоконника. Кемерово. Против вас играет маркетолог Александр Голубев, город Кемерово. Господин Друзь, Да, господин ведущий. еще одна ретроспектива. В 1986 году к вопросу ретроспектива не имеет отношения. Вы отвечали на вопрос про академика Петринова-Соколова. Помните? Да, был такой. Был с седой бородой, респиратор там был. Вы тогда ответили неправильно. Да, к сожалению. Но тут помните, что про респиратор был вопрос. Да. Материал, который разработал Игорь Васильевич для респираторов, он предложил использовать и для другой цели. Внимание, черный ящик. В черном ящике находится предназначенное для этой цели изделие, для которого Петринов-Соколов даже придумал новое слово и тем самым внес свою лепту в развитие русского языка. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Что за материал? Фильтр какой-то, ну, наверное, респиратор. А если там пуховик какой-нибудь, то это же рыбий шерсть называется, да? Новое слово. Должно быть одно. Синтепон, это и есть такое слово. Нет, Он для респиратора придумал. он себе придумал для респиратора, а потом ставил туда и получал что-то новое слово. Какое? Какая-то маска. я не Для знаю. другой цели, не для респиратора, для другой. Да, для другой цели. Подгузник какой-то, что-то еще. Подгузник это можно. Подгузник это давно был. Как фильтр процеживать чего-то, или вот сам материал, который, наоборот, не пропускает ничего. Слово какое? Это же прикольно, из маленького ящика достанут пуховик, который вот так вот сжат. Памперс в русском пуховик. языке. Пуховик не было в Но русском памперс не он придумал, Александр. Да. Вопрос, кто Это торговая марка вообще-то. Куда деваться? Говорю, ну вот. Так, еще чего? Что еще выходит? Губка какая-нибудь хозяйственная. Итак, вы берете дополнительную минуту, помощь или отвечаете. Господин ведущий, у нас не будет другой возможности взять помощь клубу, поэтому Да вы можете взять сначала взять минуту, а потом мы сначала возьмем помощь. а потом минуту. Может, так Итак, даже. уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. Береги уши, Беруши. Хорошая история. Хорошая слово. Оно появилось когда? Примерно. Примерно тогда и появилось. Отвечаем. Беруша русское слово. Ну, Беруша, да, береги уши, Беруша. Класс, не знала. Нет, а что? А как ты думаешь? Итак, Нет, ну хорошо. вы отвечаете? Да, мы пробуем ответить. Спасибо Хорошо. большое клубу, который нам помог. Мы полагаем, что в черном ящике Беруши. Открывайте. Можно, да? Да. Беруши. 5-5. Александр Голубев из Кемерово получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос с помощью клуба. 11-й раунд. Ребят, давайте чуть-чуть понимаем. да, Итак, о чем вопрос. господин Друз, классика жанра, да? Счет 5-5. И сейчас все решится. У вас есть дополнительная минута на размышление. Господин ведущий, я просто вспомнил, что в той игре было жюри, которое выбирал лучшего игрока, и возглавляла его тогда Людмила Марковна Гурченко в той игре. А вот это, то есть как вы первый раз играли с Друзем, вы не помните. А то, что Людмила Марковна Гурченко жюри возглавляла, это вы помните. Но я не это Хотя разница 2 года всего. Дело в том, что тогда она спросила, что есть хорошая команда для вас. И мы тогда посовещались, я просто на всю жизнь запомнил этот ответ. Тогда мы сказали, что хорошая команда это не та, с которой можно выиграть, а та, с которой не страшно проиграть. И вот я до сих пор... Ну,
А теперь Монина. В решающий момент Волчок выбрал вопрос от инженера Дмитрия Епифанова из поселка Монина Московской области. Господин Дюба, Да, господин. вы знаете, кто такие палеохудожники? Палеохудожники, ну, конечно, не знаю, но могу предположить, что это художники, которые рисуют в древнем стиле. Это художники, изображающие древних животных. Древних животных. А теперь, внимание, слон, зебра и два лебедя. Перед вами рисунки турецкого палеохудожника Джевдета Kösemen'а. Внимание, вопрос. Что хотел доказать художник с помощью этих рисунков? Не надо, Я знаю. не надо. Подождите. Показать он хотел то, как нам показывают динозавров и всех остальных, очень сильно отличается. У нас только скелеты, и вот если взять скелет слона, зебры или страуса, вот получиться может все, что лебедя, может все, что угодно. То есть он изобразил То современных есть он показал, что как мы видим там Терекс, Зауропода и всех остальных, это не факт, что... Современных мы бы видели вот так. Да. Что если бы мы... То есть это портреты... Не, ну я это знаю. То есть, все, я понял. Если бы это... ты не можешь. Да. Если бы у нас не То есть было если слона- бы мы сейчас взяли скелет слона, то могли бы... Какого цвета Вот там... так бы всё он остальное. выглядел на рисунке, да. Понятное дело. Страшно Так, еще. предположить, как бы нас восстановили по нашему взгляду. Как неандертальцы. Ну так а как они рисуют тогда? Это фантазия чисто? Нет, на основе скелета. У тебя есть только скелет слона, Ты и ты смотри, вот у слона фантазируешь. хобота нету, да? Но это Поэтому... помните, А бивни есть. Герасимов. Скелет сохранился, Лицо, да, а больше пойти. ничего нет, да. Ну еще. Минут были. Итак, вы берете дополнительную Нет, мы минуту. не берем дополнительную минуту, очень уверенно отвечает Дима Авдеенко. Дмитрий Авдеенко, прошу вас. Турецкий художник таким образом хотел нам сказать, что то, как мы себе представляем по картинкам разных динозавров и древних животных, не факт, что они выглядели так же на самом деле. То есть если взять, если бы у нас был только скелет слона, зебры или лебедя, то можно было бы придумать все, что угодно. Я достаточно четко выразился? Выглядело бы вот так. Нужно добавить деталей? Абсолютно правильный ответ. 6-5 в пользу знатоков. Счет 6-5 в пользу знатоков. Команда одерживает победу над телезрителями и становится главным претендентом на выход в финал весенних игр. Вот имена победителей. Виктор Сиднев, Борис Левин, Дмитрий Авдеенко, Оксана Петрунько, Михаил Дзюба и Александр Друзь. Господин Черемисинов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Дмитрий Авдеенко, господин ведущий. Поздравляю, Дмитрий, хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Лучшим станет первый вопрос о скамейке штрафников, и Дмитрий Ананин из Москвы получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас, Алексей. 100 тысяч рублей призового фонда остались неразыгранными. Эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Теперь там 1 миллион 103 тысячи 906 рублей. Господин Друзь. Можно небольшую ретроспективу? Нет. Господин Друзь, потом. Ретроспектива потом. Очень хочется. Вам на память об этой игре я хочу вручить специальный приз за 100 игр, проведенных за этим столом. Это уникальная вещь. Теперь будет только у вас. Поздравляю вас, Александр. Но, к сожалению, ваша 100-я игра закончилась. Спасибо за игру.